друзья! Всем привет с берегов Средиземного моря. Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным рецептом. Свиная грудинка горячего копчения. У меня на канале есть несколько рецептов приготовления свиной грудинки. Готовил я ее по-разному. Проводил тепловую обработку в су-вид, проводил тепловую обработку в духовке. Но после этого я коптил всегда ее холодным копчением дымогенератором улитка. У меня не было другой возможности. Даже я готовил свиную грудинку в пресс-форме. Все эти рецепты вы можете найти у меня на канале. Они получались в принципе неплохо. Но я всегда мечтал о настоящей свиной грудинке горячего копчения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как приготовить вот такую прекрасную свиную грудинку горячего копчения. В этом видео я покажу вам, как я приготовил ее в термокамере, в коптильной камере полного цикла. Я рад, что у меня теперь появилась такая возможность, и я могу делиться с вами уже рецептами из высшей лиги. Подготовка свиной грудинки для горячего копчения в коптильной камере. Вот такая у меня есть грудинка. Вот такими кусками мне ее нарубил мясник. Она свежая абсолютно. Тут есть косточка, хрящик. Я не стал ничего срезать. Специально попросил мне таким образом, вот такими кусочками красивыми нарезать. Значит, здесь ровно 4 килограмма свиной грудинки. Значит, предварительный посол сухим методом, посолочная смесь. Из расчета 2% соли на этот вес. Значит, 4 килограмма, 2% это 80 грамм. Я взял пополам нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,6%, 40 грамм, и 40 грамм обычной поваренной соли. Сахар в этом составе посолочной смеси 2 грамма на килограмм мяса. Здесь 8 грамм сахара. И аскорбат натрия, это антиокислитель жира, из расчета полграмма на килограмм, я здесь взял 2 грамма. Вот такой посолочной смесью, примерно размер равный, вес. Я буду натирать на сухую эту грудинку, упакую в вакуум и отправлю в холодильник на предварительный посол на 5 суток. Там температура 2-4 плюс градуса в холодильнике. После того, как я натер свиную грудинку посолочной смесью, я упаковал ее в вакуум, откачал воздух, запаял и теперь отправлю в холодильник на 5 суток для предварительного посола. И снова всем привет, друзья! Рад, что вы продолжаете смотреть это видео. Прошло 5 суток у меня, у вас 15 секунд. Свиная грудинка отлично просолилась. Такой у нее приятный запах просоленного мяса. Цвет такой яркий, сочный. Ну и теперь можно приступать к приготовлению. Первый этап — это отепление и обсушка. После холодильника температура грудинки примерно 4 градуса. Я подвесил на кухне под вентилятор, и за 1,5 часа она у меня отеплилась. Пока грудинка отепляется, я вам сделаю короткий обзор коптильной камеры. Ну что, друзья, вот такая приехала ко мне коптильная камера. Сбылась мечта. Полный цикл. Сейчас я вам покажу. Это малютка. Предоставила мне эту камеру магазин Крафт Мастер. Спасибо им. Ну и будем проводить тестирование на берегах Средиземного моря. Нержавейка, пищевая. Значит, что здесь есть? 2 защелки вот такие. Значит, дымогенератор здесь я заказал нестандартный. Он ниже уровня стола. Но зато он у меня с холодильника. Значит, дымогенератор 25 сантиметров. Вот так снизу поджег. Крепится он на резьбе здесь. Есть краник, холодильник. Здесь можно залить холодную воду. При необходимости можно менять ее, сливать. Ну и здесь конденсатор для сбора конденсата, который образуется при сгорании влага, деготь от щепы. Вот такой у меня стандартная комплектация идет. Одна такая, как сапожок он. Пульт управления.
Ну, тут все просто. Терморегулятор здесь плюс-минус, ну и это включение тена и вентилятора. Все простое здесь, понятное. Это капельница, емкость с водой. Капельным методом подается по трубке на крыльчатку вода, и режим варки с паром здесь будет обеспечен. Так, теперь что у нас внутри? Вот такая резиновая прокладка, уплотнитель плотная. Все выполнено из нержавеющей стали. Чем хорошо то, что здесь можно готовить и мясо, и рыбу. Значит, поддончик здесь и вентилятор крыльчатка. Трубка подачи, капельной подачи воды на крыльчатку вентилятора для того, чтобы работала варка с паром. Вот такие вот перекладинки здесь есть, поперечинки. Вот здесь их 3. Загрузка максимальная здесь 65 литров у нее. По весу производитель декларирует 8-10 килограмм, что для дома вполне достаточно. Вот такой аппарат прибыл ко мне на кухню, будем говорить так. Ну и начнем мы и работать. В принципе, коротко это все. Более подробную информацию об этих коптильных камерах вы можете найти на странице интернет-магазина Крафтмастер. В описании под этим видео я вам оставлю ссылочку. Все технические параметры и характеристики там есть. На сайте интернет-магазина Крафтмастер представлен весь модельный ряд этих коптильных камер. Но я продолжу готовить. Я максимально загрузил коптильную камеру. У меня еще были загружены свиные ребра, рецепт которых вы найдете на моем канале. Реально вошло 4 килограмма свиной грудины и 4 килограмма свиных ребер. И полностью весь цикл тепловой обработки я провел именно в этой коптильной камере. Этап обсушки я провел на температуре 60 градусов в камере до 45 градусов внутри. Затем я провел горячее копчение с дымом при температуре 85 градусов до 60 градусов внутри и провел этап тепловой обработки варку с паром. Я опустил температуру до 80 и довел до готовности 70 градусов внутри. И вот посмотрите, какая получилась красота. Все детали тепловой обработки в коптильной камере «Малютка» я подробно распишу в описании под этим видео. В общем целом я остался крайне доволен результатом того, как коптильная камера «Малютка» справилась с полным циклом тепловой обработки с горячим копчением свиной грудинки. Цвет получился невероятно аппетитный, грудинка получилась сочная. Если сравнивать два варианта приготовления вот такого изделия, холодным копчением, дымогенератором типа улитка и горячим копчением в коптильной камере полного цикла, то, конечно, что называется, почувствуйте разницу. Вкус, конечно, невероятный, оторваться невозможно. Приятный аромат копчения, мясо хорошо просолилось, мягкое, нежное, сочное. Коптил я буковой щепой. Это, в принципе, один из самых лучших вариантов для приготовления таких изделий горячим копчением. Друзья, если вы ищете возможность приготовить для себя дома вот именно такого уровня копченые изделия, то, конечно, коптильная камера «Малютка» от интернет-магазина Крафтмастер — это реальный выбор. Друзья, если вы хотите перейти в высшую лигу горячего копчения в коптильных камерах полного цикла от интернет-магазина Крафтмастер, в описании под этим видео я оставлю ссылочку, и вы можете сделать свой выбор. Друзья, если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Оставайтесь на канале. Вас ждут много вкусных и интересных рецептов горячего копчения. До новых встреч на канале, друзья!